Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, зима полностью вступила в свои права, и даже у нас в Краснодаре уже довольно-таки зимненько, уже даже выпадал снег. Но, тем не менее, все равно хочется каких-то ярких акцентов, хочется вернуть немножечко солнышка хотя бы на руках наших клиентов. Поэтому сегодня я предлагаю вашему вниманию довольно-таки спокойный, очень строгий маникюр, но с очень яркими неоновыми акцентами. Они очень интересно играют на руках в этом дизайне и создают игривое настроение всему образу. Покрываем в основу нашего дизайна довольно-таки темные плотные оттенки. В данном случае это такой темно-вишневый, цвет такой гнилой вишни и черный цвет под дизайн. И уже на этом черном цвете яркими неоновыми цветами рисуем просто широкие какие-то линии. В данном случае используем ярко-желтый, ярко-розовый, фуксию. То есть, в принципе, вы можете использовать любые неоновые оттенки, которые у вас есть. В данном случае плотность этих оттенков играет очень большую роль, потому что если они будут просвечиваться, будет не очень симпатично. Если же ваши неоновые гель-лаки недостаточно плотные, поможет добавление немножечко белой гель-красочки в ваш гель-лак. Именно белый пигмент добавит им плотности, немножечко, правда, исказит оттенок, но тем не менее будет именно та плотность, которая необходима. Если вы обратили внимание, здесь у нас получился небольшой косяк. На указательном пальце вот эта вот гнилая вишня у нас не досохла и немножечко скукожилась. Почему так произошло? Потому что мы слишком рано вытянули из лампы руку. Гель буквально сверху немножечко прихватился, но полностью просохнуть не успел, поэтому получилась вот такая вот небольшая морщинка. Что с этим делать? В данном случае мы посмотрели с Аней, что эта морщинка не глубокая и вполне себе заровняется при помощи финиша. Поэтому мы не стали здесь ничего убирать и просто финишем выровняли поверхность. Если же вы видите, что морщинки очень-очень глубокие, очень высокие, финишем вы их заровнять не сможете, то лучше всего зашлифовать, забафить поверхность и перекрыть еще слоем финиша. Но предварительно все-таки гель-лак в лампе нужно просушить. Мы же тем временем продолжаем наслаивать свои цвета. В данном случае я сделала 3 полоски в одном направлении и пересекающие, вернее даже не пересекающие, а примыкающие к ним 3 полоски в том же порядке в другом направлении. А теперь же при помощи черной краски прочищаем наши линии. То есть гель-лаком рисовать довольно четкие конструкции очень неудобно. Он все-таки где-то подтекает, где-то вы не соблюли толщину линии, неравномерно что-то у вас получилось. На этом этапе заморачиваться не стоило, потому что можно взять черную гель-красочку и прочистить полностью те линии, которые у нас не получились.
Гелевая краска сама по себе более контролируемый материал. Вы можете проконтролировать и толщину линии, и ширину линии, и высоту линии тоже, потому что гель-краска не текучая. Поэтому контролируемым материалом довольно-таки легко дочистить тот материал, который менее контролируем. Перекрываем наши ноготочки финишем, пальчики с дизайном перекрыли матовым топом, а все остальные пальчики доравниваем глянцевым. Опять же, обратите внимание, на указательном пальчике косяк ушел, его совершенно не видно. Далее на матовой поверхности глянцевой краской без остаточной липкости создаем фактуру. В данном случае у нас вот такие вот полувензельные элементы, то есть капелькой и подтянули. Располагаем наши элементы в хаотичном порядке. Следим за тем, чтобы линии между элементами оставались максимально тонкими.
Итак, вот такой дизайн ногтей у нас сегодня получился. Что же мы имеем? Мы имеем яркие, сочные ноготочки с фактурой на матовой поверхности. Фактуру прям видно, и ее можно прощупать на ощупь. Поэтому для тех клиентов, которые любят какие-то объемные штучки у себя на ноготочках, будет прям незаменимый вариант. Ну а у меня на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, вам не сложно, мне приятно. И подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.